Всем привет! Прошло уже 8 месяцев с моего первого видео, в котором я делился своим опытом майнинга. И думаю, пришло время рассказать, сколько и чего мне удалось намайнить за это время. Начну с того, что когда я делал видос про Cryptex, я уже перешел на майнинг через Binance Pool. Если кто не знает, Binance — это крупнейшая криптобиржа на данный момент. Кроме того, это ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом финансовых продуктов. У них огромное количество разных интересных проектов, связанных с блокчейном и криптовалютами, в том числе и Binance Pool. На сайте можно прочитать много умных и интересных слов о том, что это такое, но если говорить просто, то это виртуальная ферма, которая объединяет мелких майнеров и вознаграждает каждого по заслугам. В общем, на этом пуле можно майнить биткоин, эфир и лайткоин. Не буду пытаться умничать и делать вид, что понимаю, как это все работает, ведь я не криптоблогер, а просто хочу рассказать о своем опыте использования моей 2060 от Polyt. А стоит ли заниматься майнингом, каждый решит сам для себя. Но рефералку для регистрации на Binance я на всякий случай оставлю. Итак, чтобы начать зарабатывать на простаивающей без дела видеокарте, нужно скачать майнер. В сети есть обзоры на эффективность разных майнеров, но я думаю, с этим имеет смысл заморачиваться, когда у тебя стоит постоянно работающая ферма на несколько видеокарт. А для домашнего компа большого значения не имеет, какой майнер использовать. Я пробовал NB майнер и T-Rex, в итоге майню на NB. Ссылка на скачивание майнера есть в руководстве от Binance, давайте покажу. Заходим на сайт, открываем Earn, жмем на Pool. Тут нас интересует алгоритм ET-Hash. Здесь мы можем видеть данные о всем пуле, но для нас пока важно то, что комиссия за майнинг всего 0,5%. Также в этом оконце можно рассчитать примерное вознаграждение. Возьмем для примера мою 2060. Таблица на Cryptex показывает хешрейт 28, но фактически на майнере в районе 27. Вводим 27 мегахэш в поле, получаем суточное вознаграждение в размере 4 десятитысячных эфира. По нынешнему курсу это $1,5. Кстати, тот же Cryptex показывает доходность 170 рублей, но я все-таки продолжаю майнить через Binance, так как весь добытый эфир сразу отправляется в кошелек на бирже, где его можно вовремя продать и своевременно что-нибудь купить. Но давайте вернемся к тому, как начать майнить. На Binance есть специальное руководство, к сожалению, оно не переведено на русский, но там все довольно просто. Первое, что нам нужно уяснить, это то, что ваша видеокарта должна иметь больше 5 гигов видеопамяти. Затем нужно зарегистрироваться в пуле и заодно на бирже. Кстати, рефералка в описании, если кто пропустил эту инфу мимо ушей. После регистрации наступает самая сложная и ответственная часть, это настройка майнера. Не буду расписывать все, тем более в YouTube есть немало видео, где прям пошагово объясняют, как его настроить. На самом деле надо потратить минут 20 на то, чтобы прописать 2 строчки в одном из файлов майнера. Затем запустить его, подождать минут 30 и зайти в статистику вашего личного кабинета на Binance Pool. Если там не везде нули, то все получилось. Ну и вот так работает майнер в нормальном режиме. Теперь давайте посмотрим самое интересное, то ради чего я и делал видео. С 11 апреля по сегодняшний день на счету накопилось 9 сотых эфира, что по нынешнему курсу эквивалентно $350. Не бог весть какие деньги, но это гораздо лучше, чем ничего. Да, и майнила видеокарта далеко не 24/7, с выходом New World я вообще 2 месяца не запускал майнер. Все это, конечно, интересно, скажете вы, но циферки на счете это мало что значит. Поэтому я расскажу, как продал немного сатоши, который вывел с Cryptex еще весной. Все это время они хранились на Binance. Я не продавал их в апреле и начале мая, когда вся крипта росла и ставила новые рекорды. О чем, само собой, жалел все лето, когда биток упал с 50-55 до 30-35 тысяч. Это очень интересное ощущение. У тебя работает компьютер, майнит эфир, и эфира становится больше. Но потенциальных долларов меньше, чем 2 месяца назад. Но, как оказалось, надо было просто подождать, и вот вы не поверите, 9 ноября 2021 года биткоин бьет очередной рекорд, доходит до 68 тысяч. Я решаю, что пришло время разобраться, как торговать на бирже. Долго туплю, пока понимаю, что тут есть 2 кнопки «Купить и продать»,
и очень удобные ползунки для регулировки количества продаваемых активов. В общем, я по сути на развороте спихиваю свои крохи сатоши на $70. С того дня биткоин выше 65 не поднимался, а сейчас стоит в районе 50. Вот была бы у меня тогда хотя бы 100-я часть биткоина. Эх. В общем, торговля на бирже, как оказалось, работает элементарно. Но и само собой там есть куча всяких фишек, в которых мне не интересно разбираться. Всякие маржин-коллы, стоп-лимиты, своп-фарминги. Это точно не мое. Но все это здесь есть, причем с избытком. То есть биржей легко научиться пользоваться и совершать сделки. Но очень нелегко без подготовки разобраться во всех возможностях, которые она предоставляет. Прям все по канонам киберспортивной дисциплины. Легко освоить, тяжело стать профи. Теперь поговорим о выводе кровно заработанных. Во вкладке кошелек щелкаем на фиат и спот. У меня тут 74 USDT, по сути $74. Нажимаем в правом верхнем углу перевод. И переводим необходимую валюту и сумму из фиат и спот или из пула в пополнение. Это как бы под кошелек внутри вашего кошелька. И в этом разделе мы можем продать наши активы напрямую другим людям, которые покупают крипту за реал. Жмем «Купить-продать» и переходим на P2P биржу. Устроена она довольно просто, но у меня возникли проблемы с проведением сделки, несмотря на несколько просмотренных видосов на тему. На P2P бирже мы можем напрямую обменивать наши токены на фиат. Примерно как на веселой бирже игровые валюты на реал. Итак, здесь мы выбираем, что мы продаем или покупаем. Тут все просто и интуитивно понятно. Я продаю 30 USDT, ищем покупателя, который готов купить такой небольшой объем. В рублях это будет чуть больше 2К, так что можно ввести это число в поле сумма. Рядом можно выбрать другую фиатную валюту и провести сделку в разных долларах, евро, иенах, фунтах, гривнах, тенге и так далее. У меня выбраны соответственно рубли. Следующее поле – оплата. Здесь очевидно, мы можем выбрать на счет, в какую финансовую организацию придут нам деньги. И, как правило, покупатель пользуется услугами той же организации. Выберем желтый банк и нажмем поиск. Вот все покупатели, готовые купить наш Tether за рубли. Выбираем понравившийся нам лот. Обращаю внимание на то, что у покупателей здесь есть что-то типа репутации. Количество принятых в обработку ордеров и процент их исполнения. Жмем продать и нам открывается вот такое окно. Способ оплаты — это то, куда должны будут поступить реальные деньги. Сейчас мы это быстренько настроим. Правый верхний угол — панель инструментов. Слева выбираем платеж. И в этом меню нас интересует только вкладка P2P. Добавляем способ оплаты. Здесь проверяем ваше ФИО. Перед этим, само собой, нужно было пройти верификацию. Об этом рассказывать не буду. Там через приложение все элементарно, не сложнее Тиндера. Ниже поле номер банковской карты и подписано не обязательно. Так вот, сюда обязательно введите номер карты. По этим данным покупатель будет слать вам фиат. Ниже название банка, просто копируем его из верхней строки и жмем подтвердить. Binance пришлет SMS с кодом, и вот теперь у нас точно все готово для вывода. Возвращаемся на P2P биржу через торговля P2P. Повторно ищем покупателя, жмем продать. Нас перекидывает в окно исполнения сделки. Теперь ждем, когда покупатель скинет на карту рубли. После перевода появляется кнопка «Платеж получен». Жмем на нее, получаем SMS с кодом. Вводим его и все, сделка совершена. Я пока готовил видео и совершал первую сделку, потратил часа полтора, пока допетрил, как и куда заходить и что где вводить. Но я думаю, это нормально, надеюсь, мое объяснение кому-нибудь сэкономит время, ведь делов тут максимум минут на 10. Вывел я 2000 рублей, чтобы поучаствовать в новогодних игровых распродажах и ради контента. На оставшиеся $40 я хочу прикупить каких-нибудь альткоинов, тем более, что прямо перед Новым годом ощутимо просели биткоин и эфир, потянув за собой весь рынок. Чтобы купить альткоин, нужно прежде всего определиться, что именно вы хотите купить. Переходим во вкладку «Рынки» и смотрим. Лично для меня это еще одна игра, так что я решил раскидать 40 грина по 4 токенам: Shiba Inu, Cardano, Enzim и Harvest Finance.
и буду немного послеживать за ними, пытаясь вовремя продать. Ордера на покупку Cardano, Shiba и Harvest Farm отработали очень быстро, так как эти токены весьма популярны, а вот лидер суточного падения Enzim покупаться не хотел довольно долго. Кому интересно, удастся ли мне на этих вложениях что-нибудь заработать, напишите в комментариях, чтобы я знал, стоит ли делать в будущем выпуск на эту тему. И в финальной части видео я бы хотел поговорить о Cryptex, тем более что с него началось мое знакомство с майнингом. Есть несколько хороших новостей. Первое. Cryptex возобновил выплаты на банковские карты. Это сообщение пришло на почту еще в конце лета, начало осени вроде, но увидел я его опять же в ноябре, когда был последний пик биткоина. Ну и соответственно я попытался вывести то, что там намайнилось за лето, а именно 172 090 сатоши. Потянули они тогда на 7700, комиссия составила 280 рублей, что многовато, но не критично. Кстати, в данный момент тоже количество сатоши стоит около 6к. Выиграть 1500 на разнице курса очень приятно. И насчет вывода. Меньше чем за 15 минут деньги на карту пришли, и моя главная претензия к Cryptex из прошлого видео оказалась устранена. И раз уж вспомнил про прошлое видео, там я говорил, что не рекомендую майнить с его помощью, и как вы поняли, сам продолжил частично майнить на нем. Объясню, почему мне пришлось так поступить. У меня две видяхи, основная 2060 и старая 1050 Ti. Весной, когда я познал весь кайф майнинга, я решил купить новую материнку с двумя слотами под видяхи, чтобы поставить их в один системник и получать бешеные бабки. Благо, блок питания позволяет так поступить. И вот ставлю я две видяхи, запускаю майнер, а он выдает ошибки и вообще не майнит с двух видеокарт. Я так и не разобрался, в чем причина, пробовал разные майнеры, разные настройки, но ничего не помогало. Одна 2060 майнила отлично, вдвоем с 1050 ни в какую. Сейчас я понимаю, что тогда или раньше произошло усложнение в сети эфира, и видяхи с 4 гигабайтами перестали его добывать. Но прикол в том, что Cryptex майнил обеими видеокартами. Правда, блок начинал нехило греться и громко гудеть, что у меня вызывало беспокойство. В итоге я решил, что эксперимент очевидно не удался. Убрал 1050 из системника и периодически майнил на 2060. Но летом в моем распоряжении оказался бюджетный системник без видяхи. В него я воткнул 1050 и просто включил Cryptex. Проработала она месяца 3, уже как настоящая ферма без выходных и перерывов на обед. Потом системник у меня забрали, но видеокарта намайнила примерно на 6000 в пиковых ценах ноября. И 2000 мне упало за рефералов, за что я очень благодарен всем, кто прошел по ссылке из прошлого видео и начал пользоваться Cryptex. И сейчас, когда выплаты на карты работают, я всем от чистого сердца рекомендую данный сервис. Особенно если видеокарта меньше 6 гигов, так как если майнить самому, то надо будет заморачиваться с поиском майнера, который будет майнить какой-нибудь щиткоин, искать и подключаться к пулу по добыче этого щиткоина, который потом надо будет переводить на биржу, и еще не факт, что он торгуется на крупных биржах. Вот на примере Cryptex и моей 1050. Сейчас на таких видеокартах майнится Ravencoin. Его можно майнить NB майнером, но для этого нужно найти пул, подключиться к нему, потом с этого пула перевести на Binance, затем обменять его на токен доллара и потом этот токен продавать за рубли. Занятие безусловно интересное, но Cryptex делает это все за тебя. И, например, в моем случае намного проще подключить 1050 на несколько месяцев и потом, когда биткоин ощутимо вырастет, вывести просто рублями, тем более что сумма там будет ниже прожиточного минимума. Но, например, в моем случае одна 1050 перекрывает электропотребление квартиры за месяц, что тоже неплохо. Так что, господа, рефералка на Cryptex в описании, пока все работает, не упускайте момент подзаработать на простаивающем оборудовании. На этом вроде бы все, что хотел рассказал. А вот еще, под прошлым видео несколько человек просили разобраться с Advocash. Я так и не сподобился там зарегистрироваться, но посмотрел их расценки и проценты и скажу так. Если вы планируете что-то оплачивать с кошелька Advocash и там нет процентов, ну какой-нибудь интернет-магазин с ним работает или провайдер, то тогда выводить в этот кошелек можно из Cryptex, из Binance. У Binance вообще там 0%. Если же вы хотите через Advocash отправлять деньги на карту, то это не имеет смысла.
ибо проценты получаются выше или на уровне Cryptex. Ну а на Binance через P2P торговлю вообще процентов практически нет. На этом все. Благодарю всех за просмотр. Регистрируйтесь по рефералкам под видео, если заинтересовались Cryptex или Binance. Ваша регистрация очень поможет мне в развитии канала. Пишите вопросы и предложения в комментариях, постараюсь на все ответить. Спасибо за просмотр, всем пока!